Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Конец июля, август, развилка, момент перехода между прошлым и будущим. Хотя я должна сказать, что астрологически, как и конец июля, так и первая половина августа– это достаточно спокойное время. Наверное, все самое такое активное или когда нарастает жизненный темп, я могу предположить, будет ближе ко второй половине августа. Но вот это волшебное время дает нам возможность подумать о самих себе или отдохнуть, мои дорогие. Может быть, посвятить себя какому-то делу, творчеству, то, что вы долгое время откладывали. Ну, давайте мы с вами узнаем. У кого-то может быть или могут быть такие ощущения, когда ничего не происходит, хочется определенности или хочется драйва. Несколько замедленный темп жизни у кого-то тоже может быть, я такое предполагаю. Или когда, предположим, предыдущий период, и ведь на самом деле первая половина года, она такая достаточно активная, информационная была. Нам здесь может показаться, что все встало на паузу. Поверьте, мои дорогие львы, это только кажется. И нас еще ожидает много метаморфоз. Ну ладно, пойдем с вами дальше. И мы зададим следующий вопрос. Что происходит в вашей жизни сейчас? И что накипело? А потом, чего вы не видите? Итак, что же в вашей жизни происходит сейчас? Это где-то конец июля. Хочется сказать сразу, все достали. Вот правда. По семерке жезлов это мы на своей территории. Но нас буквально пытаются, может быть, атаковать в том плане, что много какой-то информации или много людей. Может быть, и то, чего к вам, по сути дела, не относится. У кого-то будет отдых, когда я несколько так вот абстрагируюсь. Ну, может быть, это где-то и начало августа. А вот смотрите, вы тут на своей волне. Для вас как будто вот для отдыха прекрасная энергия. Или когда посвятить, ведь это тройка чаш, праздник, может быть, путешествием, или то, что вам всегда хотелось сделать. Уделить внимание тому интересному, что, знаете, хотелось, чтобы никто не трогал, или, может быть, изучить вот этот ваш интерес, именно ваш, когда мы оставляем все заботы где-то в стороне. Потому что здесь как карты будут говорить, свидетельствовать, где-то даже настаивать, что нужно уделить внимание отдыху. Ну вот что происходит. Может быть, и настало время несколько сбавить темп. Вот посмотрите, у вас сейчас сильная позиция, мои дорогие. С одной стороны, эту сильную позицию нужно сохранять, не включиться в какую-то чужую многозадачность. Праздник в жизни должен быть именно ваш праздник. Но по девятке чаш у кого-то может быть как ожидаемое получение денег, или вы их уже получили. Девятка чаш– карта самодостаточного человека. Вы на сегодняшний день, мои дорогие, можете подвести какие-то итоги к этому периоду по части ваших достижений или какого-то финансового, может быть, прорыва. Вот я такое тоже предполагаю. Может быть, это не есть еще сам по себе, да, вот как финансовый прорыв или решение всех вопросов. Но уже какие-то итоги по части денег вы подвести можете. По крайней мере, карты две призывают не реагировать на что-то извне, а именно отдохнуть или порадовать себя самого. Я бы сказала, мои дорогие, побаловать. Но чего вы не видите? Давайте достанем три карты. Какая-то история явно по судьбе. А для кого-то из вас, ну, просто, может быть, даже необходимо изучать что-то новое. Ведь всегда по аркану Иерофант это мы по судьбе проходим какой-то свой жизненный путь или обстоятельства, с которыми мы сталкивались и сталкиваемся теперь. Это тоже нам для чего-то нужно. Это вы, с одной стороны, можете задуматься о карьере, вот это лестница, да, это как путь наверх и вперед одновременно. Но в то же время мы по этой карте, ведь это и учитель, и ученик. Мы тоже готовы учиться. Учиться имеется в виду, ну, может быть, и буквально у кого-то будут вопросы сертификата, нужно добавить знаний или пройти какие-то курсы, чтобы получить должность. Почему нет? Вот перекладывайте на себя. Правда, вот этот судьбоносный период, вот вы чего не видите. Вы можете думать, что я устал или устала. Или все мне надоели. Вот я тоже такое по семерке жезлов допускаю. И да, ну тут нужно именно сконцентрироваться на себе, но не в плане
себя заставить что-то делать. А я бы сказала расслабиться, как будто отдых вам совершенно необходим. Как будто лев уже потрудился, но вот эта перезагрузка, она должна состояться. Может быть, вы и уже где-то, знаете, вот этот жизненный ритм, вы к нему привыкли. И, может быть, и много работы было, вполне вероятно. Но, видимо, настал период вас самих. Для кого-то из вас, чего вы не видите по королеве чаш, это и личная жизнь, уделить внимание личной жизни, подумать. И тут у каждого по-своему. Для кого-то завершить одиночество, для кого-то важные решения принять. Я должна сказать, что могут и вот бывшие как бы, да, возвращаться. Есть такой момент, именно планетарные транзиты к этому способствуют, как и в конце июля, так и до середины августа. Это точно, если мы рассматриваем с вами этот период. Скорее всего, если человек возвращается зачем-то, либо он вам нужен, либо вы ему нужны. Это тоже мы можем сказать как по судьбе. Но, может быть, и выводы какие-то вы делаете, или, может быть, по аркану Иерофант мы документы какие-то важные должны оформить. Может быть, определиться с отношениями мы должны. Вот для вас история личной жизни, тут у каждого по-своему. И судьбоносность, понятно, тоже. Может быть, даже, мои дорогие львы и львицы, у кого-то как последний аккорд. Я это допускаю. А для кого-то из вас это все же некоторое продолжение ваших отношений, чтобы что-то завершить. Хотя, может быть, и, знаете, все же 2 старших аркана. В середине карта эмпатии, карта искренней любви, отношений. Но вот по бокам иерофант и башня. И я допускаю, чего вы не видите. Какая-то судьбоносная история. Может быть, история дружбы даже, да, я такое допускаю. Или какой-то важный контакт. И явно были вы в этих отношениях длительное время. Теперь что-то меняется. Все же башня нам открывает глаза на то, что не может быть продолжено. Или пусть это в каком-то контексте не может быть продолжено. И тогда мы можем говорить о переводе отношений на новый уровень. Или когда мы, может быть, понимаем, что даже по работе, тут ведь эти 3 карты можно переложить на любую сферу жизни. По работе, если я буду продолжать как прежде, вот к вам тоже такое понимание может прийти, или где-то, как подсказки вашей интуиции, нужно что-то менять. И это не есть, что вот прямо, знаете, такие перемены, которые, ну вот когда нам на голову что-то сваливается, да, извне. Нет, это больше затрагивает вас самих. И я бы сказала, какое-то ваше очень важное решение вы должны принять, вот как-то однозначно. И вам может быть страшно. Почему? Потому что какая-то неизвестность. Ну, страшно — это, понятно, такое слово абстрактное, потому что по башне это всегда нам, мы понимаем или даже чувствуем интуитивно, нужно что-то предпринять. Но неизвестность, ведь по башне мы еще не можем даже спрогнозировать, что будет дальше. Вот, мои дорогие львы и львицы, но, может быть, это затрагивает сферу отношений, пусть по работе или в личной жизни, контакты по бизнесу, или, может быть, контакт с друзьями. Мы тут можем, знаете, или узнать о человеке какую-то новость, или, я допускаю по башне, какой-то человек в вашей жизни, которого вы, может быть, даже считали как, ну, такие надежные отношения. Он скажет какую-то фразу. Может быть, случайно оброненное что-то будет такое, да, как по башне случайно услышанное. Вот элемент случайности, он присутствует, просто у каждого свой. Но тогда это для вас повод задуматься о чем-то, потому что чего вы не видите. Тут можно отмахнуться и сказать: да не, это мне показалось, или это не имеет значения. Но вот даже будьте внимательны вообще к любой информации или подсказкам собственной души. Здесь нет еще пока реальности, опять же, да, вот мы говорим, но подсказки-то уже есть. И это тоже где-то судьбоносный момент. И поэтому даже если мы говорим интуицию, или, как я сказала, вам кажется, не, мои дорогие, тут скорее вам не кажется. Ладно, давайте мы спросим, что же в доме? Что у вас по части семейных отношений, вашего союза? Это я имею в виду для тех, кто сложившиеся отношения. Или конкретно дом, ваше жилище. Вот что в вашем доме, ваши домочадцы?
Король жезлов. Но это может говорить двояко, как все-таки персональная карта, или есть такой человек, король жезлов, да, как лидер харизматичный. Но обычно это руководитель. Может быть, у кого-то супруг или даже супруга. Мы по полу карту не рассматриваем. Но это ведь нам говорят, что делать, но сами особо не принимают участие. Может быть, это и вы, руководитель дома, да, и вы отдаете какие-то даже команды, или вы берете на себя, все же это вашего дома касается, это есть какие-то, может быть, идеи по части убранства дома, сделать жилье более комфортным, у кого-то ремонт, у кого-то, ну, есть какая-то идея. Одним словом, либо ваша идея, либо чужая. Но если чужая, то тогда будем реалистами. Делать придется нам самим. Хотя как идея какая-то интересная, почему бы и нет. Так что же в вашем доме? Что в ваших стенах? Что в вашей цитадели, мои дорогие львы? Что в доме? Верховная жрица. Ну, это вы можете какие-то планы строить, ведь это карта независимого человека, и это где-то карта скрытности, это карта интуиции. Но, может быть, какие-то вам тут нужно важные решения, согласования проводить с учетом короля жезлов, какую-то реструктуризацию, может быть, и жилища, или взаимоотношений. Тут ведь у каждого по-своему, да, что-то хочется изменить, потому что вот этот вид из окна уже надоел. С одной стороны, это какая-то стабильность, но мы только что с вами говорили, чего вы не видите, но вы чувствуете, что ну вот как будто дальше так не пойдет. Может быть, это у кого-то банально нужно, да, действительно, отремонтировать какую-то коммуникацию, систему, потому что если на сегодняшний день что-то просто барахлит, то на завтра это может резко выйти из строя, и вы будете узнавать, вот если так, на банально бытовом уровне мы переложим эти карты, то здесь нужно что-то прояснить и знать, что завтра у меня не будет каких-то сюрпризов в самый неподходящий момент. Ну, давайте посмотрим. Хотя, с другой стороны, скучновато, мои дорогие. Вот такое тоже могу допустить. Может быть, у кого-то из вас, тут ведь мы все разные, а, мои дорогие львы, у кого-то что в доме, я такое допускаю, с учетом вот этого триплета. У кого-то любовный треугольник. Есть человек, который интересен, но вы его держите в тайне. Вы никому не говорите, потому что, ну не хотите. И тут тысяча причин. По десятке пентаклей, а вверху девятка. У нас пусть чаш, но это больше тоже финансовая, материальная сторона вашей жизни. Поэтому тут какая-то финансовая стабильность. Хотя это может совпадать с тем, что вы можете оформлять жилище, вы можете оформлять кредиты, ипотеки, в зависимости от того, у кого какие планы. И в этом плане тут у вас все удачно. Удачно складывается, это правда. Тут где-то, знаете, видеть, что есть в реальной жизни. Или переложить даже на какой-то контекст финансовый. Не замечтаться. Ну, может быть, и быть на своей волне. О себе не забыть, устроить себе праздник. Почему нет? Такое я допускаю. Себя надо, может быть, отчасти и развлечь, или я говорила, побаловать, чтобы вот этот пейзаж, который уже для кого-то надоевший, ну, так немножко заиграл новыми красками. Может быть, вы будете обдумывать, что делать. Вот есть какая-то идея, вот это точно. Либо это ваша идея, может быть, это идея и конкретного человека, все же, опять же, король жезлов. Или как какое-то событие, новость, и вы что-то обдумываете. Но я должна сказать по десятке пентаклей, это в принципе, где-то вы управляете ситуацией, мои дорогие львы. Но так делайте это незаметно, осторожно, чтобы какого-то гомеостаза точно не нарушить. Но у вас все получается, потому что здесь нам конкретно и семья, и дом, и материальное благополучие, деньги– один из способов взаимодействия с миром, и ваши какие-то планы. Ладно, давайте мы с вами узнаем, а что на сердце, личная жизнь, что ожидать в любви. Ну, как-то так, действительно, пейзаж не меняется. Есть какое-то сожаление, может быть, это как раз личные истории у каждого тут в собственном контексте, потому что у кого-то это может быть человек нечаянно обронил фразу, вам это не нравится, или вас заставило что-то задуматься, пересмотреть, может быть, ваши отношения.
Но, наверное, весь риск, что на сердце. Мы по четверке кубков все-таки мы от чего-то устали. Может быть, устали вы даже от отношений. И вроде все хорошо, даже в паре. Но, может быть, мои дорогие, вот карта Верховной Жрицы, все-таки даже в паре, ну давайте так, откровенно, что-то вас не устраивает. Или знаете, как какая-то тоска, вот хочется сказать, эмоциональное выгорание, апатия. Может быть, на вас держалась какая-то личная история, отношения. И вот теперь мы вот так вот, как эта девушка, она смотрит в никуда. Да, она ничего не делает, она не действует. И вроде есть какая-то возможность. Вы можете стоять, мои дорогие, перед судьбоносным выбором. Вот это то, что вы никому не скажете. Вы будете это, скорее всего, скрывать. Но я могу такое предположить, что для кого-то из вас вот именно вот эта верховная жрица говорит о том, что вот эти мысли, стоит ли мне что-то продолжать, что-то явно замучило, надоело, перестало быть интересным, перестало радовать, и требуются вот эти самые перемены. Или, может быть, отношения. Даже, предположим, вы вместе проживали какое-то время, и дело все шло к тому, что вы были готовы оформить отношения. Вот здесь кто-то будет действительно двигаться в сторону оформления де юре, а кто-то, наоборот, задумается, а нужно ли продолжать, потому что по четверке чаш все-таки новое направление. Ну вот как-то так, ладно, а что на сердце? Вот смотрите, с одной стороны, вы сами в каких-то больше консервативных энергиях. Нам тут сказали две карты, мы говорили о материализме. Король Пентаклей– это великий консерватор. С одной стороны, в наше сложное время быть реалистом, наверное, необходимо. Единственное, сложновато у него, да, ну это где-то ваши могут быть энергии, за вдохновением. Но, видимо, кто-то из вас устал, потому что вам приходится даже в семье. Мои дорогие девочки, может быть, это вы, пусть вы в семье, да, пусть у вас и муж есть, или есть партнер по браку, но вы как главнокомандующий. И вы где-то вот от этой регулировки без конца нужно что-то просчитать, понимать, что никто за тебя это не сделает, никто тебе не придет на помощь. Ну вот самой нужно быть как мужчиной, вот между прочим. Для вас, мои дорогие мужчины, здесь может быть просто, знаете, вот с учетом вот этого дуплета, да, четверка чаш, как нет отклика эмоционального со стороны партнерши, как будто эмоций приятные, приятных, таких радостных, эмпатии, гармонии в отношениях не хватает, и вы подумаете, что, а вообще, а что меня держит в этой паре? А для девочек тут еще все сложнее, потому что плюс к эмоциональному какому-то выгоранию или паузе, тут у каждого по-своему. А, Тут еще и добавляется какой-то список задач и ответственности. И действительно, вы просто устали. Может быть, я еще подумала, для чего вам выпала тройка кубков, карта праздника. Вот для того и выпало, что душа-то просит праздника, по факту, да? Что происходит сейчас? Мы ведь первые три карты именно с таким вопросом доставали. Ладно, давайте спросим еще, что же там на сердце. Карта подтверждает все то, что я сказала. Когда надоело, может быть, для вас, мои дорогие девочки, быть вот этим королем Пентаклей от начала до конца. Вы как альфа и омега. Вы можете чувствовать, что не могу позволить себе вообще каких-то эмоций. Но душа, сердце требуют своего. Здесь, знаете, какие-то как отношения напоминают товарно-денежные. Все-таки пятерка Пентаклей и одновременно недостаток. Причем недостаток как в финансах раз – когда вам самой, может быть, приходится решать эти вопросы. И недостаток взаимопонимания вверху карта башня. А ведь правда, у кого-то мелочь даже. Может быть, не все так глобально, мы все разные, опять же. У кого-то мелочь вот эта, как случайно услышанная фраза, когда вы отмахнулись и забыли. А для кого-то это какое-то дежавю, когда вы понимаете, да нет, закрывала на что-то глаза, тут нужно все-таки есть тема, которую нужно додумать. И, может быть, отчасти этот реализм вам помогает. Вот странно, мои дорогие, ну, наверное, того, чего просит ваша душа праздника или отдыха, мои дорогие. Вот этого все-таки вам нужно достичь.
Потому что, ну, как-то не очень весело на сердце. Вот почему? Ну, ладно, что в дороге? Перемещение, поездки, путешествия, переезд, может быть. Что по части дорог на этот период? Семерка мечей, но тут если ехать, то бежать нужно как будто одному. И не вместе с кем-то. Может быть, вам и хочется буквально сбежать, мои дорогие. Вот и очень интересно. Ну-ка, давайте мы узнаем. Или вы чувствуете, что, может быть, что-то планировалось, да? Все-таки по одной карте мы опять же разные. И у кого-то может проиграться, были планы о совместной поездке, а тот человек едет один. И вы уже не верите. Вы знаете, у кого-то история отношений будет как-то связана и с финансами, и еще с каким-то перемещением. Или уходом, да, отъездом человека. По аркану Луна это 1000 неопределенностей. Конечно, карта говорит, ты даже и не торопись пока, да, в какую-то дорогу, то тебе нужно себя сохранять. А если ты куда-то поедешь, тогда будь осмотрителен. Для вас, знаете, по аркану Луна важно избегать толпы вообще. И если вы продумываете отдых, то тут восстановление именно собственных сил, самого себя или саму себя побаловать. Но есть еще 1000 неопределенностей, и если мы говорим даже была какая-то поездка, планировалась с кем-то. А вы знаете, тут лучше самому, одному. Вам как будто, когда вы побудете один, пусть это будет несколько дней даже, да? Вот у вас это перезагрузка, восстановление сил, вот эта апатия, она быстрее будет уходить. Тут нужно добавить, может быть, каких-то новых впечатлений и при этом никому не верить. Вот одновременно все-таки семерка мечей– это карта хитрости и обмана. Ну, может быть, какие-то манипуляции вам надоели, но точно тут что-то пересматривается. И причем это происходит неожиданно. Вы, скорее всего, какую-то новость узнаете. И правда, вот этот аркан башня, может быть, и случайно оброненная кем-то фраза. Но вот, опять же, не случайно. И если вам казалось, то это вам не казалось. Есть какой-то такой тонкий нюанс, мои дорогие, как вот по Луне, что-то и неожиданное, и неопределенное, когда облики, очертания у какой-то темы или у зарождающегося какого-то определения в отношении, возможно, конкретного человека или возможного перемещения. Вот здесь какая-то постепенно ясность наступает, но эта ясность, она приходит как-то нелепо или каким-то случайным образом, или когда у нас открываются глаза, и это невозможно сразу переложить на материальные какие-то рельсы. Это просто как подсказка нашей души или нашего сердца. Но этому следует уделить внимание, потому что выход из лабиринта и именно в том, что вам не кажется, и даже случайно оброненные слова требуют вашего внимания и додумывания. И если мы говорим о поездке, то тогда, как я уже сказала, один или одна, себя беречь, никому не верить, ну буквально так, и быть очень осмотрительным. Здесь не время куда-то торопиться, я бы сказала. Может быть, потом как-то ситуация изменится, но если в плане отдыха, допустим, ну, может быть, какой-то ретрит или, может быть, санаторий, да, или даже пусть это не санаторий, а временная такая короткая поездка вместо вашей силы, вам именно нужно силой зарядиться, то тогда да. И то сделали шаг и смотрелись, отдышались, а потом только следующий. Потому что, может быть, для кого-то из вас, кстати, иногда по аркану Луна, пусть не в этой колоде, но проходит такое, что нам нужно попасть в какое-то место безопасности. И тогда вот эта поездка вот именно с местом этим связана. Тогда примите во внимание, что вам придется для того, чтобы попасть туда, договариваться с какими-то хамелеонами, с людьми, которые тоже ведут свою игру. Но для вас это все равно какой-то выход из лабиринта. То есть у кого-то из вас ситуация посложнее. А что на пороге? События ближайшего будущего. Давайте узнаем. Что же там в ближайшее будущее, как нам видят карты? Ну, какая-то история все-таки личная, она продолжается. Но тут по королю чаш мы
две составляющие держим. И, видимо, где-то вокруг этого весь наш расклад, как по пятерке пентаклей. Первое, мы сказали, взаимопонимание, недостаток, второе, финансы. И король чаш мы просто рассмотрим с вами как энергию. Это персональная карта в колоде, она отчасти похожа энергетически, как маг. Мы знаем, что у мага все стихии в руках, да, всего их 4, а у короля чаш 2. И нет больше других карт в колоде, которые бы даже двумя обладали. А вот умеет король чаш правильно переключаться между вопросами материализма, и вот у вас король пентаклей выпадает, мы просто опять же смотрим энергетику, и эмпатии, любовью, ну, может быть, чувствами. Он не добавляет вот этих эмоций чувственных в вопросы, где требуется рациональный подход, холодная голова. Ну и наоборот, если жизнь посылает какое-то вдохновение, он не становится сухим таким прагматиком. Он умеет просто переключаться между двумя сферами жизни. И делает это очень виртуозно. И следующая карта Солнца. Но какая-то перезагрузка. Ведь по карте Солнца это карта правильного направления, выбора правильного направления. И после того, как мы делаем этот выбор, мы будем этой областью или этой темой, идеей заниматься, развивать в течение последующих 6-8 месяцев очень активно. Вот вы с чем-то определяетесь. Кто-то с работой, с собственными достижениями, и вам необходим отдых. А для кого-то из вас еще и личная жизнь. Она тоже требует либо доработки, либо пересмотра, ну или вывода отношений на какой-то другой уровень. Но опять же, все зависит от вас. Понимаете, выбор делаете только вы, мои дорогие львы и львицы. Поэтому думайте. Ну, может быть, существует такой момент, что с чем мы сейчас определимся, это останется с нами на долгий период времени. Поэтому в своем выборе будьте внимательны. Тут ведь следом идут какие-то возможности. Хорошо, что же еще у вас там на пороге? Вот тема финансов, она все-таки присутствует. Поэтому финансы, они требуют рационального подхода. И, конечно, все, что касается с финансовой сферы заработков или откуда к вам приходят деньги – то тут эмоции только путаницу будут создавать. Карта продолжает тему, что ваша самодостаточность идет вперед, но почему-то какое-то решение или выбор, мои дорогие, который вы буквально в этот период будете делать. И это где-то вторая половина июля, первая половина августа. И у кого с чем будет связано? Но все же я тут вижу как бы две составляющие, вот как по королю чаш. И история вашего продвижения, ваших заслуг, вашей карьеры. Вот да, как не случайно карта говорит, это твой путь наверх. Тебе нужно определиться. И не все тут только про эмоции. Нет, тут что-то есть и более важное. Вот и раскрыли нам, что тут важное. Тут соединить нужно, да, но как-то очень правильно. И какие-то предпосылки пусть к вам приходят. Но вот этот правильный выбор, он способствует вашей самодостаточности. Ладно, давайте мы достанем карту совет. Какой совет вам подскажут карты Таро? Я-то думала тут об отдыхе, но тут нет, какая-то важная тема, в которой вы должны разобраться. Вот смотрите, вы вот-вот начнете набирать темп. Если мы говорили, что, ну, вот сижу я так возле окна, ничего не меняется, да, как-то так вот не очень весело. А по восьмерке жезлов это карта трансформация, кстати. Но это та трансформация, которая идет наряду с темпом, когда нарастает скорость. Может быть, как 1000 дорог сходятся в одной точке. Но от того, от вашего выбора и будет зависеть направление. Все то, что я говорила по аркану Солнца. Может быть, даже и в этот период, мои дорогие, начинается вот так ни шатка, ни валка. И, ну, какая-то и апатия присутствует. Но все равно, как только вы, словно, знаете, пространство, Вселенная, небесные силы ждут, пока вы какой-то откровенный разговор с самим собою произведете. И после этого начинается ускорение. На набор вот этого темпа или драйв какой-то жизненный, когда мы хотим чем-то заниматься, когда у нас теперь нам все понятно, вот понимаете, ясности больше наступает, когда и перспективы открываются, да и в жизни-то в самой тоже больше порядка происходит. Но, может быть, это у кого-то
с какого-то очень внутреннего, важного решения, которое вы никому не скажете, а скажете только самому себе или самой себе, зависит вот это Солнце и вот этот жизненный драйв. Финансовая какая-то сторона. Посмотрите, вы, мои дорогие львы и львицы, собрали самые лучшие карты в колоде по части финансов. У вас и девятка кубков, десятка пентаклей, девятка пентаклей. Самые такие по максимуму. И туз мечей – это выход из лабиринта. Что-то вы тут должны определиться с чем-то или решить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы и львицы. И спасибо, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.